Добрый вечер, уважаемые друзья. Начинаем наш вечерний лайв. Хочу начать с вопроса, как вам наши новые проекты, которые вышли на этой неделе? Я имею в виду программа «Аспект» Сани Алтыпармак, которая вышла в среду в 20:00, и моя программа «Интервью», которая вышла в четверг тоже в 20:00. Концепция программы заключается в том, что у Ани будут гости, которые будут разбирать с ней региональную тематику, Гагаузия, так называемое Приднестровье. Может быть, затронем север, посмотрим, если там будет что-то интересное. Ну, возможно, из Бельца что-то интересное бывает иногда. Правда, это непонятно, кто будет комментировать, но, может быть, найдем кого-нибудь. И моя программа «Интервью», где будут политики, которые, ну, скажем так, верхний эшелон. Опять-таки, пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть, кого вы считаете нужным пригласить. Мне есть как бы предварительные отзывы от наших постоянных зрителей, которые мне писали в личку. Понравилась им программа и понравился гость, но я хотел бы более широкий охват мнений по поводу того, как вести дальше. И я знаю, что сторонники Майя Санду хотели бы, чтобы у нас была в студии только Майя Санду, притом вместо всех программ, но... Во-первых, она не ходит по студиям. Во-вторых, я даже не очень представляю, пойдет ли кто-то от них. Я попробую в понедельник позвонить им, там, человек, который у них занимается распределением походов по каналам, спрошу, могут ли они нам кого-то прислать, но чтобы это не был какой-то рядовой депутат, желательно, а человек, который может за что-то отвечать. Попробуем вот кого-то выцепить и из них. Но не значит, что они только у нас будут. У нас будут и оппозиционеры. Ну, конечно, кроме криминальных группировок, но другую оппозицию мы будем звать обязательно. Так что смотрите, комментируйте, оценивайте, мы же для вас работаем. И да, конечно, поддерживайте нас лайками, репостами, и кто может поддержать нас финансово, тоже будем за это очень благодарны. Теперь начнем разбирать, что же интересного происходило за прошедшие дни в молдавской политике. Начнем с того, что пару дней назад оказалось, что Кишинев, по крайней мере центр, очень сильно обклеен листовками. Ну, это типа рекламные листовки на столбах с предложением вступать во французский легион, притом с ошибками. И еще похожие листовки от армии Молдовы. Ну, те листовки я лично не видел, их в соцсетях выкладывали, а листовки с предложением вступить во французский легион я видел лично. И меня это очень удивило, мягко говоря. Ну, во-первых, тема вроде бы как-то не актуальна. Да, в 90-е это была очень модная штука, там многие мои ровесники шли в этот французский легион, там хорошо платили, там можно было получить гражданство Франции. Это, что-то невероятное по тем временам было. Но сейчас как-то я давно об этом ничего не слышал. Во-вторых, листовки без всяких координатов, телефонов, без ничего. Просто вступайте, типа, знаете, как будто вот человек посмотрел, точно, вступлю-ка я во французский легион. И начнет искать. И вообще в век интернета реклама на столбах – это какой-то бред вообще. То есть кто хочет, может спокойно найти в интернете все, что ему нужно. То есть сейчас, разве что какая-то бабулька там продает швейную машинку, клеит объявление на столб. Я могу в это поверить. Но чтобы какой-то международный проект рекламировался на столбе, полный какой-то бред. Конечно, первое подозрение вызвало то, что нет никаких координатов, входных данных, ничего. Второе подозрение, то, что эту рекламу активно разгоняли шоровские телеграм-каналы и шоровские активисты в соцсетях. И, как, в общем-то, выяснилось, это, естественно, оказался фейк. Об этом написал пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэл Водо. Он написал, это еще одна распространяемая ложь, комментируя вот эти листовки о наборе во французский легион, и добавил, что у этого есть общий элемент с фабрикой троллей криминальной группировки Шора. По его словам, сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства, как эти плакаты были распространены по различным местам в Кишиневе. Я не удивлюсь, если найдется где-то, у нас же камеры везде висят, и где они наклеены. И, кстати, эту листовку, которую я видел она висела в 50 метрах от СИБа. Прикиньте, по улице Лазо на столбе. Так что я думаю, что на Сибе-то камеры есть, можно посмотреть, кто это наклеил. Да. И Министерство обороны Молдовы тоже заявило, что они никаких объявлений на столбах с рекламой контрактной службы в национальной армии не расклеивали. А содержание этих материалов является манипулятивным и не соответствует истине. А продвижение контрактной службы осуществляется через Национальное агентство занятости населения и ярмарки вакансий. Короче, зачем тогда это все? Очевидно, что это нагнетание вот этих вот панических настроений, дескать, нас втягивают в войну, что ж такое, это, в армию, смотрите, во французский легион. Придут сюда французы и начнут у нас рождаться черные дети, как говорил Владимир Воронин. Политтехнологии ФСБшные, они видны здесь очень четко и ясно. Нагнетание страха, паники, как один из действенных инструментов
инструментов политических технологий. И Шор вот высказался по этой теме, там в Москве сейчас по-прежнему он гастролирует. Сказал, что планируется и делается, это превращение Евросоюзом целых стран в поле боя, чтобы воевать не на своей территории. Это факт, говорит Шор. Они хотят воевать не своими руками. Для этого происходит тотальный захват постсоветских республик. Понимаете, страны Запада хотят воевать на территории Молдовы не своими руками. С кем же они хотят воевать на территории Молдовы? Страны Запада. С Россией, наверное. А как это произойдет? Ну, случайно окажутся российские солдаты у нас. И тут, оп, страны Запада и начинают с ними воевать. Да, то есть, как бы где логика и где вот эти вот все рассуждения, это две разных долины. Но тем не менее. Вот такие вот нагнетания происходят у нас постоянно. Команда правительства выявила более 100 фейковых профилей, принадлежащих криминальной группировке Шор, сообщил официальный представитель правительства Даниил Воде. Это профили были созданы с целью распространения дезинформации и подрыва доверия общественности к институтам государства. Подобные аккаунты, в кавычках молдаван, такие как Алисия Брэдли, Меган Смит, Дженнифер Эллис, Чарли Джарвис, Анжелика Перес, Саша Торрес, выучили румынский язык и получили диплом специалистов по национальной политике и пишут сотни клеветнических комментариев в адрес властей и хвалят представителей криминальной группировки Шор, написал Воде в соцсетях, уточнив, что ссылки на их профили будут переданы Фейсбуку для блокировки. Ну, как бы, да, все хорошо, молодцы, что выявили 100 фейковых аккаунтов, прекрасно. Только один вопрос. Почему этим занимается правительство? Ну, у нас есть служба информации и безопасности, у нас есть служба «Патриот», о которой я не устаю говорить и радоваться их успехам, которых нет и которая непонятно чем занимается. У нас есть куча МПО, которые получают миллионные гранты для борьбы в том числе с фейками и пропагандой. Почему этим занимается правительство? У них что, других дел нет? Нет, я рад тому, что они это сделали. Прекрасно, молодцы, четко, здорово. Отдали в Facebook, заблокируют эти аккаунты, вопросов нет. Но, может быть, этим кто-то другой должен заниматься, кому это по профилю как бы положено этим заниматься. Что-то немножко это как-то странно. Сейчас еще поговорим про фейки, но давайте посмотрим, кто сегодня с нами. Так, с нами сегодня Тицканы, Кагул, Дурлешты, Даллас, Гравендел, Нидерланды, Хартоп, Винздор, Локс, Тигина, Ботаника, Кишинев, Болонья, Бельцы, Ницца, Роверетто, Хрбовец, Анениной, Рыбница, Рыжкановка, Болчана, Майами, Сороки, Старая почта, Лондон, Черновцы, Буюканы, Амстердам, Штефанводы, Кацелень, Дурлешты, Каушань, Подмосковье, Германия, Терса, Шотландия и другие. Друзья, поддерживайте нас, нам нужна ваша поддержка. У нас на Ютубе, прошу прощения, за 28 дней, я каждый раз вам рекорды сообщаю, 2 миллиона 200 тысяч просмотров за 28 дней. И плюс мы уже там, давайте я вам скажу самую актуальную цифру, сколько у нас подписчиков, прямо вот на эту секунду, 20 тысяч 747 подписчиков. Короче, как я думал, что мы к лету дойдем до 20 тысяч, я думаю, что к лету мы дойдем до 25 тысяч. Вот такие вот прекрасные новости. Так, спрашивают, куда убежит Шор. После России, ну, уже дальше ему некуда будет бежать в Китай и будет защищать там китайские интересы, Северную Корею. Но я не думаю, что он там уживется. Там все-таки, знаете, как бы очень специфический режим. Он привык жить на широкую ногу. Просят Драгуша Галбура в интервью. Ну, может и Драгуша когда-нибудь позовем. Хотя я его не считаю из топовых политиков. Да, его много, он делает очень такие, скажем так, провокационные в хорошем смысле заявления, но то есть все-таки я хочу сейчас сначала пройтись по тем, кто имел когда-то большие достижения на выборах или может иметь по соцопросам такие достижения в ближайшем времени. Но Драгуш, безусловно, интересный человек, и, наверное, мы его тоже когда-то позовем. Андрей, дословно из инфоленты Роспропаганды в Гугле. Конфискация российских активов в США и на Западе очень выгодна России, так как обрушит доллар. Прокомментируйте, поржем. А что это комментирует? Я согласен, да, очень прекрасно, пусть поддерживаю. Конфискация российских активов обрушит доллар, да, и доллару скоро кирдык. Есть подборочка на Ютубе, можете найти про доллару скоро кирдык. Там они нарезали даже, по-моему, с 1990 какого-то года нарезки из их новостей, где они говорят о том, что доллар скоро рухнет. То есть они этой мечтой живут уже 30 лет, но что-то как бы рубль рушится, и вот говорят, что к июлю будет как минимум 130.
Ну что ж, посмотрим. Ладно, едем дальше еще про фейки. Совет по телерадиовещанию сегодня оштрафовал гагаузский телеканал, это государственный телеканал, который существует за счет бюджета, ГРТ, на 60 тысяч леев за распространение дезинформации. Этот канал сейчас работает на Шора, тут ни для кого не секрет. Более того, он ретранслирует передачи тех каналов шоровских, которые закрыты. Так вот, это решение было принято по итогам проверки контента общественной телерадиокомпании в период с 2 по 8 февраля этого года. Среди прочих нарушений комиссия зафиксировала использование языка ненависти, манипуляции информацией, введение в заблуждение общественности и дезинформацию от политических и гражданских активистов автономии. Какие тезисы они продвигали? Например, Евросоюз равно НАТО и равно война. То есть Евросоюз — это то же самое, что НАТО, и то же самое, что война. Знакомый тезис, его продвигают все люди Шора. Евразийский экономический союз – это якобы самый крупный торговый партнер Молдовы. Это ложь, потому что наш самый крупный партнер – это Европейский союз, это притом уже, наверное, 20 лет. Еще одна ложь, то, что у Гагаузии есть право на внешнее самоопределение. Такого права юридически у нее нет. Еще одна ложь о том, что якобы идет речь о ликвидации Гагаузии. Пока такой речи не идет. Для кого-то, может быть, к сожалению, но пока об этом никто из представителей власти ни на каком уровне не говорит. Говорят о том, что молдавский народ теряет свою государственность и ценность. Опять-таки, это ложь, не идет речь о потере государственности ни при каких раскладах. Кроме одного, о котором мы поговорим в конце передачи, но это не представители власти об этом говорят. Да, ГРТ оштрафовали, все как бы правильно, понятно по закону, но у меня возникает другой вопрос. А как насчет политиков, лидеров общественного мнения и прочих там всяких полусми и недосми, которые транслируют те же самые нарративы с утра до ночи? Почему вот против ТВ есть регламент, а во всех остальных случаях закон как будто не работает? Тот же Дадон, я сегодня его смотрел, он транслирует практически все те же самые нарративы. Не потому, что он за Шора, а потому, что у него просто в своей фантазии не хватает, и он постоянно перехватывает чьи-то другие мысли. Но, тем не менее, ему за это ничего. Его не штрафуют, его не сажают, а ГРТ наказали. Наказали правильно, тут сомнений нет. Но у меня вопрос не в этом. Почему, если ты работаешь как телевидение, у тебя могут быть проблемы, у тебя куча регламентов, при том, что аудитория ГРТ, я не думаю, что она сильно больше аудитории Дадона, может быть, даже и меньше. Почему Дадон в своих видеох может транслировать эти нарративы, а ГРТ не может? То есть я считаю, что здесь явная какая-то недоработка. Такого не может быть, это нонсенс, что кто-то подпадает под нарушение закона, а кто-то за то же самое нет. Потому что он в интернете, потому что он не телевидение. Повторяю, он влияет на большее количество людей, чем гагаузское телевидение, которое смотрят только в Гагаузии, и то не все. Поэтому я считаю, что это неправильно. И, конечно, важная тема, которую я сегодня хочу затронуть, это приближение 9 мая. Все, начинается соцсоревнование всех молдавских путинистов, у кого из них будет больше палка, на которой они будут носить чьего-то деда. Вот пророссийский общественный деятель Тулянцев, который ежегодно организует этот автопробег на Мерседесах, Опелях, БМВ в честь Дня Победы, заявил, что автопробег состоится и в этом году. Да, справедливости ради, скажем, там у них есть одна победа, автомобиль «Победа». Естественно, все остальное иномарки западного производства. Потому что слово-то иномарки само по себе глупое. В Молдове нету не иномарок. У нас все машины иномарки, даже те, которые традиционно так не назывались. Потому что российские машины — это тоже иномарки для Молдовы. Но у него там нет российских машин, кроме этой Победы. Там все западные машины. Притом хорошие машины, на хороших машинах. Как, кстати, в Бельцах там Марашан тоже делает пробег там на Мерседесе С-класса. Почему-то он на Жигулях не делает пробег там на каком-нибудь там, на Копейки или на Москвиче, вообще было бы шикарно. Да, так вот, он говорит, Тулянцев, пробег состоится, несмотря на то, что центральная площадь будет занята городком Европы. Шор тоже собирается праздновать. Почему-то не в Кишиневе. Но, говорит, как 80 лет назад наши деды прогнали захватчиков, так и мы не допустим, чтобы сегодняшние марионетки Запада переписали нашу историю. Майя Санду, продав свою совесть Евросоюзу, заменила День Победы на какой-то идиотский, цитата, День Европы. Понимаете, идиотский День Европы. Это, говорит, позор и предательство поколений победителей. То, что мы с вами знаем, что на самом-то деле капитуляция фашистской Германии была подписана 8 мая,
И поэтому в цивилизованных странах 9 отмечают День Европы, а 8 кто хочет, отмечает День Победы. Но неважно. И дальше Шор говорит: пасовцы, готовьтесь. Следующее 9 мая мы отметим в форме советской армии, которую носил народ, победивший фашизм. А Санду и ее команда из ПАС могут паковать чемоданы и отправляться в Румынию, по примеру своих кумиров, румынско-германских оккупантов, изгнанных с территории нашей великой Родины. Вот так прямо войдет Шор вместе с российскими войсками на территорию Молдовы в форме советской армии, обмотанные георгиевскими ленточками. Видимо, так он это все себе представляет. Так себе, скажем, фантазии, да. Но Дадон тоже не отстает, конечно. Ну, если все уже начали говорить про 9 мая, о чем говорить Дадону? Он внимательно слушает, что говорят другие, и тут же, опа, сейчас и я об этом тоже скажу. Так вот, говорит, что тоже собирается проводить марш Победы и призывает всех одеть георгиевские ленточки, потому что это знак памяти. Памяти о чем, уважаемые господа? О том, что в 2004 году кремлевские политтехнологи придумали этот символ, чтобы заменить им красное знамя Победы, потому что тогда еще у Путина начало, то есть его правления, первые 4 года были на носу выборы, и они боялись еще конкуренции с коммунистической партией, с Зюгановым, и поэтому им надо было заменить красное знамя Победы на георгиевскую ленточку Победы. И у них это получилось, прекрасно затушили коммунистов, затушили символ победы, реальные символы победы. Я помню, в 9 мая, когда я был ребенком, мы продавали такие маленькие на тоненьких палочках красные флажки, на которых было там написано «День Победы». И все в школе мы ходили с этими, в садике даже ходили с этими флажками. Никто не ходил с флажком в виде георгиевской ленточки. Но кремлевские политтехнологи всех поимели, и теперь все ходят с новым символом. И говорят, что это память о дедах, которые умирали, не зная о том, что георгиевская ленточка – это символ победы. Кстати, тогда расстреливали во Вторую мировую войну, советские войска расстреливали тех, кого ловили с такими символами, потому что это был символ власовской армии, армии предателей. Да, ну и вот, кстати, символы, этот георгиевская ленточка, запрещены в Беларуси и в Казахстане, партнерах, евразийских партнерах Москвы. Я уже не говорю про все остальные страны. Но в Молдове вот Дадон и остальные будут обматываться георгиевскими ленточками. Да. Ну и возвращаясь к Шору, да, кстати, подождите, там были вопросы или нет? Да, есть парочку вопросов, давайте я отвечу. Андрей, спасибо за вчерашний эфир. Слушай абсолютно прав, когда говорит о беззубой власти и обнаглевших прокурорах и судьях. Спасибо, и больше нужно говорить об этом. Да, мы будем стараться, ну, я не могу заказывать, о чем будут говорить гости, но я как бы буду звать в основном про европейцев и от власти, и от оппозиции, то есть здоровые силы. Если не про европейцев, то это кто-то должен быть, по крайней мере, кто не за Москву. То есть, ну, кто-то типа Усатова, кто-то типа, там, кто еще есть такие, которые как бы и не с этими, и не с теми. Даже так навскидку сложно придумать. Но, конечно, про российских я не хочу продвигать. Так, Андрей, говорят, Усатый собирается продать Бельце Шору взамен на свое богатство в Москве. Я думаю, что если бы он это хотел сделать, у него был прекрасный шанс на выборах президента, когда выбирали Майю Санду, потому что тогда, я знаю, мне рассказывали люди, к Усатому такие были предложения, знаете, что, честно говоря, я думаю, что мало людей удержались бы, потому что его просили только одно – поддержать Дадона. И он бы решил все свои вопросы раз и навсегда. Он этого не сделал, что, в общем-то, тогда многих удивило, проявил характер. И я думаю, что бы он это хотел, он бы сделал тогда. Поэтому я сейчас не очень представляю, что... То есть тогда он мог получить вообще все, что он мечтал, просто за поддержку Дадона. А сейчас за Бельцы, то есть как бы цена вопроса не та. Но, опять-таки, кто его знает, что у него там в голове. Все может быть. Человек очень непредсказуемый. По Шору еще. Он продолжает придумывать, как ему освоить больше денег, и вот придумал новый проект «Евразия». Еще это не правительственная организация. Они в Москве создали, и вот Шор сказал, вместе с коллегами и соратниками мы приняли участие в открытии некоммерческой организации «Евразия». Вместе будем восстанавливать на постсоветском пространстве, Шор, прямо генералиссимус, будут восстанавливать утраченные связи между молодежью, предпринимателями, представителями журналистами, преподавателями и журналистами. Это настоящая прививка от соросят и западного спрута, который многие годы опутывал СНГ, внушая чуждые нам ценности и идеологию. Важно остановить западную пропаганду, что, мол, только там можно достойно жить, а нас ждут стагнация и упадок. Все как раз наоборот, говорит Шор. Я уверен, в ближайшем будущем проект «Евразия» и в том... что общими усилиями нам удастся превратить Молдову в цветущий сад.
Видимо, в такой же цветущий сад, как Россия. Да. Нет, ну Москва, конечно, цветет. Тут как бы спорить глупо. Реально город богатый, процветающий. Может быть, еще городов 5 в России таких есть. А вот отъехать 100 километров от Москвы и посмотрите на тот процветающий сад. Сплошное запустение и депрессия. И это не я говорю, это еще до того, как они ввели там фашистскую цензуру. У них были блогеры, которые снимали, как живут города России. Такого, знаете, запустения даже в молдавских городах такого нету, в городках наших. И в результате мы видим, что вот жители этих российских провинций готовы пойти за $1000 становиться убийцами в этой оккупационной войне против Украины. Вот такие прекрасные евразийские перспективы нам рисует команда Шора. Ну и подключились все остальные его люди. Вот Организация содействия развитию международного сотрудничества Евразия должна сбалансировать ситуацию в молдавском обществе. Это считает лидер молдавской партии Возрождения Алексей Лунгу, прошу прощения, партии Шанс Алексей Лунгу. Очень жаль, он говорит, что до этого никто не задумывался и не сделал такую организацию, потому что на сегодняшний день в Молдове идет монополия фонда Сороса. Кстати, что-то они опять переключились на фонд Сороса, и Шор, и Лунгу. Как-то раньше это была прерогативой Цирди, только он цирдел про фонд Сороса. Теперь про это говорят и все люди Шора. Может, им стало обидно, что, знаете, тех называют Соросята, а этих Шаросята. Они как-то, типа, нет, мы против Сороса, говорит команда Шора. Ну, странно на самом деле, что никто еще не додумался крутить Лешины видео, я имею в виду Лунгу, того периода, когда он работал на Публика ТВ, где там вообще почти весь коллектив на самом деле телевидения был, если не унионистами, то точно антироссийскими. И это чувствовалось во всех его передачах. Вот, может, покрутите тогда и спросите его: Леша, что случилось? Почему ты стал такой радикально пророссийский? Как это с тобой такое приключилось? Ну, и Гуцул тоже научили сказать пару слов, не знаю, сколько это репетиция заняла, она, я понимаю, они после встречи с Путиным, они не могут ей не давать слова, потому что как же, сам Путин ей пожал руку, и теперь что, она будет только молчать и фотографироваться? Нет, дали слово, она говорит: жителям Гагаузии очевидно, что возможное вступление Молдовы в Евросоюз, кстати, уже хорошо, что они признают, что это возможно. Гуцул говорит, что возможное вступление в Евросоюз подразумевает отказ от государственных интересов, от суверенитета, от независимости. И отметила Гуцул, что одновременно рядом с нами на Востоке разворачивается перспективный интеграционный проект ЕАЭС. Такой перспективный, что от него бегут прямо все. И Армения, и Азербайджан, и Казахстан. Но проект очень перспективный, прямо вот. Вау, какой он перспективный с точки зрения мощного эксперта в геополитике Женечки Гуцул. Ну и еще про Шора. Он опубликовал записи телефонных переговоров, на которых, по его утверждениям, сотрудники СИБа обсуждают того, как они клеят политические дела против оппонентов власти и вроде как пытаются там на чем-то заработать, какие-то там криптовалюты, махинации. Я это все послушал. Честно говоря, я ничего не понял. Понятно, что не зная контекста, это и невозможно понять, но... С другой стороны, знаете, я не удивлюсь, что это может быть правда, потому что коррупция в Молдове процветает, и тут я не могу не согласиться вот опять-таки с сегодняшним заявлением Усатова, что коррупция в Молдове – это раковая опухоль, которую нужно удалять хирургическим методом. Я надеюсь, что СИБ проведет расследование и выйдет с каким-то комментарием по этому поводу. То есть, если это фейк, окей, выйдите, скажите нам, это фейк, это не наши люди, мы их вообще не знаем, что это за сотрудники, откуда они взялись, это все постановка. Может быть такое? Да, может. Но если это правда, что тоже опять-таки может быть, хотелось бы видеть голову сотрудника этого на столе. Конечно, в переносном смысле мы не людоеды, но как бы за коррупцию надо наказывать, потому что это более чем серьезно. Еще из этих инициатив их свежих... Так, давайте еще, чтобы не накапливались вопросики. Андрей, я задумалась о том, с какой совестью молдавские политики берут российские деньги. Они не задумываются, что деньги оторваны от рта пенсионеров, детей, больных, а наши пенсионеры, которые не платили ни копейки контрибуции, не испытывают угрызения совести, беспринципность или бессовестность. Знаете, к нашим пенсионерам я не могу предъявить такую претензию, потому что на самом деле их... положение, мягко говоря, незавидным. И, то есть, допустим, кому помогают дети, как бы
ну, можно пристыдить, типа, не берите деньги у Шора, это не хорошие деньги, но которые одинокие старики, которые получают там 2-3 тысячи леев, то есть, ну, как жить на эти деньги? Да, у кого еще там какое-то подсобное хозяйство, ну, еще как-то выживают, а вот городским что делать? Как вот выживать на такие деньги, когда это практически коммунальный платеж, то есть вот столько, то есть, а кушать-то надо что-то еще. Поэтому пенсионеров наших я не могу ни в чем обвинять, при всем при том, что да, мы понимаем, что это грязные деньги, мы понимаем, что это неправильно, но я не могу. А по поводу политиков, да, вот это, конечно, какая-то запредельная бессовестность в этой ситуации, когда Россия ведет такую фактически фашистскую политику в отношении всех соседей, и сотрудничать с этим режимом, это, конечно, тут, ну... Я не знаю, что с этими людьми, что с ними не так, какие книжки они в детстве читали, на каких идеях они выросли, что они так себя сейчас ведут в отношении своей родины. Андрей, как вам интеллектуальные способности Гуцул? У вас не возникает ощущения, что когда она пытается думать, то у нее скрипит мозг? Ну, вы оптимист, считаете, что есть чему скрипеть. Знаете, я не хочу оскорблять никого, но да. Я об этом говорил, у меня на страничке есть в Фейсбуке, выложил мое интервью украинскому телеканалу Freedom, где мы обсуждали эти темы, и да, это очень прямо вот, знаете, вот физически больно смотреть, когда она разговаривает. Прямо вот, ну, для меня это оскорбление звания человека, звания разума, как бы, ну, это очень печально, да. И я говорил, что я думал, может быть, ну, языковая проблема. Да, я, наверное, также говорю по-румынски, как она говорит. Я спросил знакомых гагаузов, они говорят, что она также на гагаузском разговаривает. То есть это, ну, вот тоска, печаль. Ну да. Блок «Победа», который был ранее объявлен в Москве, тоже там все шоровские партии. Так вот, на этой неделе пошли слухи о том, что там пока не подтвержденные, не проверенные данные, что якобы президентом от этого блока «Победа» будет выдвинут тогда экс-премьер-министр Василий Тарлев. Просто прекрасная новость. Я в восторге, великолепно, прекрасно. Мы тут смеялись, улыбались, а вот оно как. Наши молитвы с Василием, надеемся, что именно он будет кандидатом от блока «Победа». Это даже, знаете, это даже лучше, чем Влах. Это настолько хорошо, что я даже не представляю, кто может быть лучше, чем Василий Тарлев. С точки зрения нас, как бы, людей, которые придерживаются таких взглядов, как я. То есть это просто будет замечательно. Я надеюсь, что именно на нем остановится их выбор. Да. Но, тем не менее, знаете, люди Шора, они по-прежнему крутят и Влах, то есть ее упоминают везде, все ее инициативы, цитируют все шоровские телеги, то есть видно, что получен приказ помогать и ей. И вот это меня пока немножко вводит в какое-то, ну, недопонимание, так все-таки, кого они выдвинут. Одновременно с этим вот Односталка и Валько, эти тоже два товарища Шора, продвигают некого кандидата, которого никто не решится снять, ну, например, Воронина. И тут мне вообще, знаете, непонятно, или они сами там еще внутри не решили все-таки, так кто будет кандидатом. Ну, понятно, что не Односталка с Валько решают, и даже не Шор решают в Москве, но, видимо, там пока решение не принято, и пока вот им дано задание как бы продвигать одновременно несколько людей и запутать, во-первых, всех остальных, и, во-вторых, как бы потом, когда будет принято решение, чтобы стартовать не с нуля, а уже человек немножко приподнятый, потому что от Тарлева мы не слышали 20 лет, я вообще забыл, что такой человек существует. Казалось, нет, он есть, и он еще вот он выступает. Он там... Кстати, сейчас в Москву созвали вообще почти всех пророссийских. То есть туда поехали журналисты, поехали блогеры, поехали все эти микрополитики. То есть я не знаю, что там с ними делают, там их тренируют, как-то там облучают какими-то лучами надежды или не знаю что, но, короче, вот сейчас они там все бегают по Москве и на что-то надеются. Кстати, что очень интересно, Юрий Рожко, вот этот, который когда-то был Народный фронт, радикальный прорумын, прозападный и все такое, потом стал таким же точно радикальным на 180 градусов против, то есть пророссийским стал, и он раздолбал просто это мероприятие Шора по организации «Победа», прямо вот порвал, как тузик, грелку. И сказал, что эти Басков с Киркоровым, они там на букву «П». И, короче, ну, это все очень удивительно. И застыдил гагаузов, дескать, что, как это, вы же за ценности. А это что? Это ценности вот эти вот там, Шор и его компания. Я вот не понял, что это было, потому что у меня нет сомнений, что Шор и компания работает на интересы России, и у меня нет сомнения, что Рожко из того же лагеря. И как это такое, что это,
башни Кремля существуют? Или это все-таки вот то, что говорят, что молчал, сейчас тестируют 5G, и вот они первые, с кого начали, взяли под управление Юрия Рожку и приказали ему критиковать пророссийских. Хотя, кстати, в этом же своем спиче, где он раздолбал Шора, он там начал говорить о том, что как вы можете в такой момент, когда Родина ведет такую тяжелую войну, ну, Родина, понятно, Родина Россия, и солдаты гибнут на фронте, а вы там с какими-то этими П там танцуете. Короче, что-то мне непонятно. То есть тут, ну, явно не без 5G это все произошло. Переходим к следующему. Блок коммунистов и социалистов. Они зарегистрировали вот буквально сейчас в парламенте проект закона о постоянном нейтралитете Республики Молдова. Инициатива БКС – это не конъюнктурный геополитический проект. Они говорят, этот проект разработан с целью провести публичные дискуссии на парламентской платформе с тем, чтобы объединить голоса большинства депутатов. Знаете, на это можно смотреть бесконечно, как пророссийские силы Молдовы из года в год пытаются сделать наш нейтралитет еще более нейтральным, который и так закреплен в высшем законе, то есть выше этого ничего нет. Но нет, его надо сделать еще нейтральней. Да, у нас на территории стоят российские войска, но это не то, это другое. А вот, не дай бог, приедет французский военный атташе, где наш нейтралитет? Достаньте его, надуйте его, сделайте его еще больше, пусть его будет видно издалека. Я думаю, что Додон вообще жалеет, что он, когда был президентом, не запретил армию в Молдове, потому что вот в Москве бы точно оценили такой жест, сказали бы, красавчик, молодец, прямо вот, да. Ну, сейчас эти блок коммунистов-социалистов пытаются тоже играть на этой дудке. Нейтралитет. Еще больше нейтральности за нейтральность. Я, кстати, вспоминал как-то, помните, кто смотрел «Симпсонов», я тоже как бы в плане изучения английского смотрел его весь сериал, и там был момент, где люди с нейтральной планеты, абсолютно такие серые, которые нейтральные, то есть вот хотят, видимо, чтобы Молдова была такая, нейтральность нейтральная. Вот, кстати, и партия экс-премьера Молдовы Иона Кику призвала правительство ПАС отказаться от ратификации соглашения о сотрудничестве в области обороны между Молдовой и Францией и пересмотреть его. Понятно, да, а то, не дай бог, французы придут защищать нас от России. Это же, как такое можно допустить? Ни в коем случае расторгнуть, пересмотреть никакого военного сотрудничества, никакой армии, только один большой сплошной нейтралитет. Пророссийские силы не переживут, если, не дай бог, кто-то придет нас защищать. Кстати, еще вот на эту тему, тоже по поводу защиты нас, Усатый утверждает, что есть договоренность, достигнутая между Молдовой и Румынией, уже якобы все документы подписаны, уже все готово о том, что в случае, если русские дойдут до Николаева или Одессы, УНИРя. Все, мы сразу в составе Румынии за 24 часа. Знаете, это настолько хорошо, что даже не верится, что это правда. Я провел сейчас опрос в Фейсбуке в нескольких группах и у нас на АВТВ о том, что если такое произойдет, вы хотели бы объединиться с Румынией? И там 90 с чем-то %, конечно, да. Просто вдумайтесь, идет на нас оккупационная армия, которая, мы знаем, куда они приходят, что там происходит, какие там страшные вещи. И нет ни одного места, куда они пришли, где нормально. И нам говорят, ребята, вот у вас выбор. Или вы под ними, или вы уходите в Евросоюз. Какой вообще может быть другой вариант? Объясните мне, пожалуйста. Я реально не понимаю. То есть это даже не просто объединение, а еще объединение и спасение. Какие могут быть против этого возражения? И да, кто-то скажет, мы же лишаемся суверенитета. Во-первых, мы лишаемся суверенитета при таком раскладе в любом случае. Если русская армия под Одессой, следующая Молдова вообще без сомнения. То есть все, как бы не будет Молдовы, будет МССР в лучшем случае. А может вообще ничего не будет. Или Бессарабская губерния с губернатором Шором. Или Женечкой Гуцул, еще лучше даже. И просто превратимся в загаженную окраину империи, а на другом чаше весов страна Евросоюза, то есть с морем и с Карпатами. Тут как бы, мне даже странно, когда кто-то, понятно, которые хотят, чтобы нас оккупировала Россия, понятна их позиция. Все остальные, какие могут быть другие варианты? Или так. Даже странно это обсуждать. Да, и давайте немножко про европейцев.
Председатель КУП Игорь Мунтяну утверждает, что на последней встрече, которая у него состоялась с Майей Санду, ну, там они вместе с этим блоком партии вместе, о котором, кстати, рассказывал Александр Слусарь у нас в студии на интервью, и вот он потребовал у Санду отставки 3 министров. Далее цитата. «Вероятно, эта тотальная власть затуманивает очки, через которые они смотрят на реальность. Поскольку у власти только одна партия, они считают всю озвученную критику враждебной, политизированной, и именно поэтому они упорно защищают идею о том, что любой человек, который их представляет, будучи исключенным из правительства, нанесет ущерб их имиджу». И далее он говорит, и я, и мои коллеги из блока вместе убеждены, что это как раз наоборот. Эти 3 министра, о которых я говорил с госпожой Санду, и которых мы просили отозвать из нынешнего состава правительства, если бы это произошло, правительство бы только приобрело авторитет. Он сказал, что речь шла об Андрее Спыну, который контролировал часть фракции ПДС в парламенте, что позволяет ему искажать реальные решения правящей партии. Пока этот человек имеет пакет мажоритарного контроля над парламентской фракцией, он может манипулировать, он может использовать большие, может быть, не бесконечные, но важные ресурсы, которые у него есть, чтобы коррумпировать реальные решения партии, находящейся у власти. Мы просили отставки Спыну, Боли и Алайбы. Это все цитата господина Мунтяну. Ну, знаете, вот для меня в этой ситуации, честно скажу вам, Спыну для меня просто загадка. В том плане, что я знаю точно, что Санду реально считает его очень крутым менеджером. Это сказал и Слусарь на студии, но я это слышал от других людей, которые слышали лично от Санду, что она считает, что Спыну очень классный профессиональный менеджер. При этом у него колоссальный антирейтинг. И да, я понимаю, если бы можно сказать, что этого добилась шоровская группа. И вот они его очернили, и потому что он хороший менеджер, они, нанося удар по нему, решили свалить власть. Если бы только так, тогда вопросов нет. Но его критикуют тот же этот КУП, который, ну, их никто не заподозрит в пророссийскости, и остальные там платформа, да, вот это блок 4 партий. Его критикуют все, которые... То есть я не знаю ни одну оппозиционную силу, которая его не критикует. И тогда мне непонятно, почему так это происходит. И реально у меня нет объяснения этому. То есть, ну, Санду же не дура, она как бы, ну, понимает... Если она считает, что он хороший менеджер, значит, она на чем-то опирается. Почему она так говорит? Но и они тоже, когда они ставят его главной целью атаки, проевропейцы, я имею в виду, не про шаристов, тоже, наверное, понимают, о чем они говорят. Так в чем же дело? Для меня реально это загадка, в которой я пока не разобрался. И, кстати, пишите свои варианты, почему так может быть. И еще одна новость, связанная с выборами. Сначала давайте, есть вопросик. Что вы думаете о получении гражданства РМ русской группой Би-2? Я об этом говорил. Я считаю, что сейчас не время раздавать гражданство Молдовы. Если на общих основаниях, если они сдают экзамен по истории, по государственному языку, ну, если заслуживают, почему нет? Но если в виде какого-то исключительного... Почему? С какого? Потому что они против Путина? Ну так каждый нормальный человек должен быть против Путина. Что теперь раздавать всем людям в мире, кто против Путина, гражданство? С чего вдруг? Я считаю, что это не есть правильный вариант. Что вы врете про Румынию? Да, вы правы, в загаженную Европу вы вместе с Сандом попадете. Татьяна, а вы бывали в Румынии? Я вам очень советую съездить, посмотреть, как там люди живут, какие там зарплаты. Просто поговорите с людьми обычными. Не когда вам ретранслируют эта русская пропаганда, а вот просто вот я так делал. Я бываю часто в Румынии, я разговариваю с простыми людьми, с преподавателями, с медиками, с рядовыми чиновниками. Вот в Приморье Клуже мы разговаривали, и у них зарплаты, о котором, ну, нашим пока этим не чиновникам, а бюджетникам пока и не снятся. Я уже не говорю про все остальное, про уровень медицины и про многие другие вещи. Про возможности образования во всех странах Европы, потому что это все единое пространство. Там как бы бесконечные возможности. Опять-таки работа не как гастарбайтер, а как гражданин Евросоюза. Понятно, что вы хотите просто, чтобы оккупировала нас Россия, и потому что вы считаете, что тогда возродится Советский Союз, вы опять станете молодой, и все у вас будет хорошо. Ну, так это не работает, к сожалению, для вас. Поэтому вернитесь в реальность, пожалуйста. Еще про выборы. Парламент Молдовы уже принял в окончательном чтении законопроект о голосовании по почте. То есть это касается граждан Молдовы, которые проживают сейчас в США, в Канаде, Норвегии, Швеции и Исландии. Там они могут зарегистрироваться, вернее оттуда, они могут зарегистрироваться в молдавском ЦИК и попросить, чтобы им прислали конверты с бюллетенем для голосования. С бюллетенем, да, для голосования.
России в этом списке нет, потому что там идет война, да и вообще потому что есть большая опасность, что они просто тупо заберут у всех этих людей эти конверты, впишут то, что им нужно, и отправят обратно. То есть вот я вообще бы не удивился, что именно так там бы и произошло. Поэтому с этим все понятно. Я уже говорил свое отношение к этому законопроекту. Мне это в принципе не нравится. Не как конкретно там какие-то страны, не страны, вообще как сама идея. Мне кажется, это глупая идея. Но, допустим, на этих выборах, я не буду это критиковать, потому что, возможно, на этих выборах это важно для того, что мы знаем, что были большие трудности у, особенно тех, кто в Америке проживает, в США, то есть там люди иногда на самолете летели, чтобы проголосовать. Это ненормально. Но вообще я считаю, что такого не должно быть электронное голосование. Сейчас это настолько элементарно, то есть может любой гражданин Молдовы получить электронную подпись, там есть 3 варианта. Есть электронная подпись, которую дают на флешке, это вот по защите данных, как она, агентство. Можно у телефонного оператора заказать себе электронную подпись на свой телефон. То есть там еще 3-й вариант, я не помню какой. Даже странно, вот в 21 веке письма, ну что вы, на голубях эти письма отправлять? Да, повторяю, на этих выборах как бы уже бог с ним. Я как бы зарекаюсь, я не буду это критиковать, потому что ситуация такая, что это нужно сейчас. Но если это будет еще через 4 года, тогда я буду только абсолютно негативно к этому относиться, потому что это не... То есть это позор просто в 21 веке письменные голосования. Такого просто не должно быть. Это как вот эти объявления на столбах. То есть это что-то из прошлого. Так, все, друзья, мы подходим к завершению нашей программы сегодня. Я в конце прошу вас еще раз, не забывайте поддерживать нас лайками, репостами, подписками, потому что нас смотрят гораздо больше, чем наши подписчики. То есть наше ядро на Ютубе порядка 200 тысяч человек. Это люди, которые смотрят нас постоянно на протяжении там сколько-то месяцев. Это мне показывает статистика. Но при этом у нас подписчиков 21 тысяча. То есть получается, что почти 180 тысяч нас смотрят, не подписавшись. Ну, ребята, вы что, подпишитесь, вам что, сложно? А для нас это очень важно, потому что особенно во время трансляции, когда идет подписка, то канал резко повышается в рейтинге, нас видят как можно больше людей. Поэтому не упускайте эту возможность, подписывайтесь в первую очередь, конечно, на Ютубе. Но не забывайте, что у нас есть каналы и в Телеграме, и в ТикТоке, и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и, конечно, сайт Ава МД и Ютуб. То есть у нас 6 направлений, по которым мы сегодня работаем. Может быть, я подумываю, может быть, мы залезем в X, который бывший Twitter. Ну, пока не знаю. Может быть, если я не сойду с ума от того, что столько приходится всего делать. Но благодаря вам это все возможно. Спасибо вам, что были с нами. Желаю вам прекрасных просто, вот самые наилучшие формы, превосходящие формы отдыха и в эти выходные. Будет тепло, надеюсь, и увидимся в понедельник. Будем дальше разбирать, что происходит в мире и в Молдове. Всего доброго, пока.